Здравствуйте. Темой сегодняшнего семинара является мое учение о Боге, реализация действия человека. В данной теме прежде всего следует рассмотреть то, что действие Бога по отношению к человеку, оно всегда созидательное. Поэтому, когда мы говорим о движении, например, действия Бога по отношению к человеку, мы должны рассмотреть прежде всего истинный созидательный статус Бога, проявленный по отношению к человеку. Поэтому, когда мы рассматриваем с этой точки зрения как действие человека, так и действие Бога, то прежде всего мы рассматриваем естественное, то есть то действие человека, которое следует из свободы личности самого человека. Поэтому в данном случае, в данном контексте сам процесс действия – это достаточно многогранный уровень, где есть присутствие и Бога, и человека. И с точки зрения Бога, его создание, то есть человек действует по своей свободной воле. Поэтому здесь прежде всего выражен фактор души человека, при котором его душа свободная выбирает какой-то, например, механизм действия, содержащий как собственный свободный уровень, так и уровень свободы проявления Бога. То есть фактически здесь получается, что абсолютно свободные две системы реализовывают какой-то спектр событий. И в связи с этим в данной конструкции управления следует прежде всего рассмотреть период действия, например, Бога и период действия человека. Предположим, если мы начнем рассматривать временной период действия, связанный, например, с жизнью человека, то здесь понятно, что, например, система регенерации человека, система его вечного развития, это есть уровень, прежде всего, человеческий, но при этом есть период действия Бога. Для Бога период – это есть единовременное действие, где понятие времени уже исключено из уровня реакции Бога, и при этом Бог воспринимает время в том контексте, что Он же и создает реальность управления. То есть Он создает время, Он создает всю реальность, то есть для Него действие в периоде – это есть действие событийное все-таки. И поэтому в данном случае человек проявлен в данном действии как человек, проявленный от Бога. Поэтому ясно, что человек, действующий в любом времени, он действует из созидательных мотивов, как человек, действующий от Бога. И отсюда, например, если мы рассмотрим, предположим, период действия человека по отношению, например, к своему событию, собственному, но находящемуся вне периода действия, то получается, что мы приходим к понятию прогностической функции в душе человека. Человек воспринимает будущее таким образом, что вы можете получить контекст управляемого будущего всего лишь навсего, сделав следующее действие, то есть выделив период какой-то, который находится вне, например, структуры управления, и получив действие по аналогии с тем, как действует Бог. Он действует вне времени. Поэтому, когда мы, например, хотим сделать прогнозное управление, связанное, например, с ближайшими событиями, мы можем, в принципе, выбрать любой интервал времени и совершить действие через тот интервал, который, например, предположим, ближе всего к периоду, но можно также взять интервал времени, который, например, очень сильно удален. Тогда получается, что мы вполне можем создавать действие, которое направлено на то, чтобы реализованное действие было в двух аспектах управляемо. Предположим, мы выделили два интервала времени. Задача выделить столько интервалов времени, чтобы контекст времени, в общем-то, исчез. Предположим, мы рассматриваем какое-то очень древнее сооружение, и в этом случае мы рассматриваем точки зрения всех людей по отношению к данному сооружению. Когда мы начинаем количество точек зрения собирать, например, в своей памяти, или их воспринимать через управляемое ясновидение, то контекст времени постепенно выводится в общем-то, в одну минимальную структуру данного сооружения, и мы видим в целостности само сооружение как таковое, то есть сооружение, находящееся в абсолютной связи с Богом, реализующим, например, действие человека. Этот контекст управления, он достаточно сложен, потому что само сооружение древнее становится уже, в общем-то, практически движущимся, динамичным в восприятии человека. И когда вы начинаете анализировать, почему так происходит, то видно, что душа человека в данный момент, в момент восприятия, в момент действия также воспринимает и организовывает данное сооружение. То есть процесс восприятия – это есть процесс организации. Если, например, мы хотим восстановить функцию своего организма,
ну, по ряду каких-то там причин нам нужно сделать управление по отношению к собственному организму, тогда мы можем вполне рассматривать следующий процесс. Придав динамические свойства любой внешней конструкции, лучше всего конструкции или древней, или отдаленной, предположим, отдаленная конструкция – это космическое пространство, древняя конструкция – это любое там древнее сооружение, и получив обратный, но очень быстрый сигнал, мы получим восстановительную функцию по отношению к организму, потому что ваше действие совпадает с действием Бога по отношению к вашему же событию в данном месте. Вот здесь надо быть особенно внимательными в том плане, что данная структура управления, она все-таки многосложна как бы на уровень словесного восприятия, но она достаточно легко воспринимается духовным аспектом управления. Если мы рассматриваем духовное действие по отношению, например, к физическому событию, то ясно, что одухотворенное действие имеет возможность более длительного уровня развития. И поэтому действие по отношению, например, к событию, то есть реализация действия человека по отношению, например, к какому-либо своему событию, если мы рассматриваем именно духовный аспект реализации, то реализация может быть или очень, например, какой-то расширенной, может быть реализация этого действия длительной. И когда мы, в общем, рассматриваем процесс именно реализации действия, то можно импульс действия привести в нужное, например, время действия. Предположим, мы рассматриваем, каким образом создавать прогнозное управление по отношению, например, к человеку. И если мы рассматриваем, как Бог создает прогнозную систему управления по отношению к человеку, то можно рассмотреть, опять же, принцип свободы волепроявления, в общем-то, любого объекта информации в будущем. Например, рассмотрим, значит, по месяцам следующий 2004 год с точки зрения управления от человека, в реализации действия человека, и при этом рассматриваем данный период как действие, направленное к человеку от Бога. Тогда здесь можно рассмотреть, в общем-то, фундаментальный закон восприятия человека по отношению к своим будущим событиям. Когда человек воспринимает, например, следующую структуру событий, то прежде всего он воспринимает в комплексе период событий, направленных на реализацию его действия, пусть даже локального. Например, конкретное действие в следующем году, и вообще говоря, в данном случае можем рассмотреть не обязательно следующий год, а вообще как бы работу с будущими событиями. Но в данном случае я рассматриваю конкретно следующий 2004 год. И, например, мы рассматриваем январь 2004 года, то рассмотрев, например, позицию Франции, Испании, Италии по отношению, например, к проблемам экологической безопасности, мы можем видеть, что человек в данной структуре проявлен как структура совершенно, ну, в общем-то, нормированная, что ли, так можно сказать, по уровню будущих событий, то человек видит себя совершенно здоровым, например, во всем 2004 году, если он работает по управлению по этим странам, то есть создает созидательную структуру развития стран в области экологической безопасности и, казалось бы, через разовое действие по отношению к этим странам создает уровень своего здоровья на январь 2004 года. В локальных событиях это выливается в то, что, в общем-то, происходит профилактика каких-то проблем экологических в этих странах, но мы можем сразу же здесь видеть, что действие Бога по отношению, например, к человеку, находящемуся вне этой страны, это действие уже получается внесобытийное. По сути, действие Бога по отношению к человеку, по отношению к тому, что реализуются какие-то события человека, при этом положительные события с точки зрения Бога и самого человека, это и есть действие, направленное, вообще говоря, к человеку, как к структуре, значит, относящейся к Богу в общем-то, уровне своей собственной реализации. То есть, когда речь идет о действии Бога и человека, то Бог дает человеку собственное действие, при этом вне этих уровней реализации никаких других событий не происходит. То есть Бог действует душой по отношению к человеку. То есть, когда человек воспринимает, например, душу Бога, то он не рассматривает каких-то иных событий, кроме как событий действия души Бога. Это, кстати, мощный восстановительный механизм в условиях, когда человек действует, то есть работает. Если вы, например, находитесь именно в таком состоянии, то вы находитесь в норме. И рассмотрев, предположим, этот уровень, ну, в общем-то, предположим, вне состояния, а, например, в уровне реализации человека, то
мы можем вполне влиять в любой системе реализации, например, в январе 2004 года, на свои собственные события через, казалось бы, там, отдаленные действия, направленные на нормализацию экологической, предположим, ситуации в этих странах. Рассмотрев февраль 2004 года, можно увидеть, что если мы рассмотрим структуру, например, такой страны, как Израиль, в плане реализации своих собственных там, политических событий, то видно, что при нормализации политических событий по отношению, например, к мусульманским странам в этой стране, мы можем наблюдать уже более обобщенное действие по отношению к конкретному человеку, пусть это будет мусульманин, да, или это неважно, кто по в общем-то, исповеданию, мы можем вполне увидеть следующий вариант управления, направленный на то, что когда мы делаем управление по отношению к политической системе управления, то действие человека все проявлено как действие, направленное через систему все-таки надполитическую. В этом плане можно увидеть прежде всего то, что когда вы видите управление, идущее от вас по отношению, например, к тому, что вы делаете, то управление может находиться вне как бы, зоны действия, вне уровня прикладного, что ли, значения действия. И здесь, прежде всего, следует рассмотреть аспект такой же, как и у действия Бога. Бог, действуя на какой-то объект информации, одновременно создает данный объект информации. И поэтому получается, что когда вы делаете управление, например, создания, то есть человек создает данный объект информации, действуя, например, по отношению к другому объекту, то промежуточная система – это есть тоже уровень создания. И когда вы делаете управление, предположим, вы выбираете какое-то конкретное действие, направленное на реализацию объекта управления, тогда получается, что ведь путь, значит, действия, то, чем вы действовали, это тоже определенный путь развития вашего управления. И в данном случае мы можем вполне рассмотреть уровень духовного действия, когда человек на духовном уровне создает свою собственную структуру управления. И при этом, когда вы на духовном уровне создаете как бы платформу для своего действия, то дух оказывается впереди. При этом действие, например, Бога по отношению к вам, это есть ваше духовное развитие, но с точки зрения Бога. В этом контексте, рассмотрев март 2004 года, мы можем посмотреть, что на территории России для того, чтобы не происходило экологических катастроф, необходимо, значит, зафиксировать духовное управление по отношению к центру России. Для этого мы можем сказать, что, например, ваш дух, который вы видите, в общем-то, из этого времени, но на март 2004 года, ваш дух проявлен в виде определенной специальной оптической системы, где первым уровнем является, например, то, что не падает самолет. И при этом мы можем сказать, что данный самолет точно не упадет, если мы засветим структуру своего духа именно в центре, то есть в геометрическом месте. Например, рассматриваем территорию России как определенную площадь, и примерно в центре ставим вертикальный оптический столб своего собственного духовного управления, и при этом мы делаем так, чтобы не упал в этот период самолет, тогда мы можем видеть, что все люди вокруг нормируются, и не происходит, например, там, глобальной экологической катастрофы. То есть если мы рассматриваем уровень управления таким образом, что мы хотим видеть, как действует в данном случае Бог, то тогда мы можем увидеть, что действие Бога проявлено в физическом теле единого Бога. То есть физическое тело единого Бога создает структуру собственной души для того, чтобы это действие было таким же, как исходящим от человека. Далее, рассмотрев процесс управления от, например, действия уже Бога на апрель 2004 года, при этом здесь будьте внимательны, потому что я даю конкретные характеристики событий, часто просто обобщая структуру управления, но при этом речь идет о конкретных событиях, которые необходимо нормировать в следующем году и от этого получить норму, например, собственного здоровья, норму собственных событий. И поэтому работа должна проходить сейчас в том числе в контексте как этих конкретных действий, так и в контексте том, что вы получаете все-таки универсальную систему управления. То есть вы получаете систему, которая, в общем-то, по сути, часто не зависит от управления там, временного. То, что вы сейчас учитесь делать и научитесь делать, например, по отношению к следующему году,
по отношению к любому событию, это есть, в общем-то, ваша универсальная система управления. Поэтому с этой точки зрения рассмотрите действие Бога, где ваше действие – это есть реализация, получается, действия Бога. То есть ведь благодаря, например, вам Бог реализовывает конкретные события 2004 года. В этом случае необходимо рассмотреть политический климат России в контексте других стран, где Россия преобладает в плане формирования экологически безопасных технологий для всего мира, когда мы можем вполне рассчитывать на то, чтобы определенные системы технологические, в том числе духовные системы управления от человека, были направлены на различные страны мира. И при этом самый простой путь вот в данной структуре моего учения показать, что реализация действия человека с точки зрения Бога – это прежде всего реализация действия, вообще говоря, самого человека. И когда вы это видите, то статус созидательности действия человека – это прежде всего тот статус, который человек проявил по отношению к себе. То есть я, например, сейчас могу сделать управление, скажем так, по оздоровлению находящихся в зале за счет того, что свечение Бога из апреля 2004 года показать здесь, и человек нормируется. Также человек может, рассмотрев данное свечение, идущее от Бога, вообще говоря, в любой точке проявления Бога, в общем, это можно увидеть только лишь навсего, задавшись вопросом, это увидеть. И сразу вы видите свечение уже своей душой, там, где душа и дух стыкуются в плане действия. Тогда вы получаете спектр восстановления своего здоровья. И получается, по логике, направить технологию такого типа в любую структуру, в любую точку управления, на самом деле, по сути, особых проблем не представляет, если вы просто ставите цель управления именно так. Следовательно, есть определенный уровень управления, где вы вполне можете делать управление, просто-навсего поставив цель управления, зная вообще, как ее и в каком месте ставить. С этой точки зрения, рассмотрев май 2004 года, мы можем увидеть, что значит, ситуация, связанная с решением вопросов, в том числе экологической безопасности, а в первую очередь именно политического уровня управления созидательными процессами в мире, в данном месяце это есть уровень, где необходимо заложить уже сейчас, в общем, такое понятие, как, скажем, понятие солидарного решения всех стран, основных, может быть, в том числе стран, в первую очередь, что все процессы, которые относятся к проблемам созидания человека, именно созидательного типа, они должны решаться таким образом, чтобы было достаточно широкая реализация, возможности распространения созидательной информации по всем странам мира сразу. То есть мы вполне можем здесь рассмотреть такой уровень управления, когда, рассматривая действия как бы следственных систем, в мае 2004 года мы можем увидеть, что через распространение информации уже позитивного свойства мы получаем эффект как в отдаленном будущем, так и можем увидеть результат действия сейчас для себя. То есть то, что я показываю сейчас, я обязательно показываю действие света информации той, где вы сделали позитивное управление, действие, направленное на вас, и вы вполне можете делать управление, именно то управление, которое получается уже сейчас. То есть, работая с будущими событиями, обязательно получаете управление для себя сейчас. Этот закон управления, он универсальный, и получается, что действие Бога для человека – это есть действие, опять же, вневременное. То есть вы вполне можете рассмотреть этот закон, делая управление, предположим, такими отдаленными, в общем-то, конструкциями, значит, как, например, там, май 2005 года. То есть если мы сразу же переходим на 2005 год, то видно, что контекст действий, в общем-то, он один и тот же. Сделав структуру управления по отношению, например, к маю, вы видите, что следующая структура действия, предположим, вертикальная структура времени, это есть действия однотипные. То есть если вы научились, например, делать управление по отношению к одному месяцу, как таковому, вот есть информация, май, предположим, и все, любого года, то получается, что, определив контуры данного управления для данного месяца, вы можете эту универсальную систему применять, в общем-то, постоянно. Или заранее, если вы рассматриваете какое-то, например, негативное событие возможное, или же как бы уже находясь в этом времени, в самом мае. И с этой точки зрения технология следующего типа на июнь 2004 года – это есть привлечение информации к себе, то есть управление
с текущего времени, где вы сами определяете позицию следующих событий. То есть вы не рассматриваете структуру следующих событий как таковую, а при этом, значит, смотрите, что ведь для Бога реализация действия – это есть, прежде всего, его внутренний статус. Бог же организовывает события, исходя из определенного состояния и статуса. И когда вы начинаете данный контекст действий анализировать, то получается, что события, которые вы можете рассмотреть в 2004 году, для вас, прежде всего, события ваше личное, идущие отсюда. Тогда возникает вопрос, как знать, что нужно сделать, если, например, не применять, предположим, управляющего ясновидения, а просто действовать, исходя из структуры данного момента. Контекст именно макроспасения, мгновенного, предположим, распространения знаний по макросозиданию, данный контекст помогает и, вообще говоря, реализует ваше правильное действие уже сейчас. Решая события текущие, вы устанавливаете норму событий следующего года, июня 2004. Тогда получается, что если вы, например, захотите, чтобы экологическая безопасность Москвы была нормальная, вот, например, да, на данный период или Санкт-Петербурга, предположим, то вы можете это просто определить управлением отсюда и при этом как бы предварительно не рассмотрев импульс будущих событий, а просто зная, что данное управление – это есть ваше желание. То есть можно сделать любое управление, исходя из вашего внутреннего желания. Главное, значит, вы должны получить, что ваш дух, ваша душа и душа Бога, они определены в одном действии и реализуют одно и то же по отношению к вашему физическому телу. На июль 2004 года вы можете рассмотреть следующий контекст духовного познания. Например, мы рассматриваем Испанию, где уже прошла работа по экологической безопасности. Тогда контекст всего мира, предположим, мы хотим рассмотреть весь земной шар, чтобы не было там трещин где-то в Марианской впадине, предположим, или там, где неизвестно, да, значит, с точки зрения текущего момента, чтобы не было каких-то катастрофических землетрясений, нам нужно прежде всего рассмотреть, каким образом устроена планета по отношению к вам сейчас. Ведь вы управляете сейчас, следовательно, вы должны уметь очень четко и быстро рассмотреть систему связи фактически. Вот Бог, который строит мир и построил его изначально, он имеет изначальную точку построения, где для него все едино, что будущее время, что текущее или там прошлое. Также и в текущее время он предпринимает действия по развитию людей. Следовательно, реализация действий человека – это есть, прежде всего, действие Бога по развитию людей, и человек должен уметь видеть связи свои, так же, как это делает Бог по отношению к тому же объекту информации. То есть Бог рассматривает внешнюю, казалось бы, позицию человека-Земля, но на самом деле Бог, создатель человека, он видит и эту позицию, естественно, человек, в общем-то, как бы показывает его собственную позицию Богу, то есть он сам показывает, и Бог видит это тоже. Когда вы переходите на такой уровень восприятия, то он становится, ну, как бы несколько, может быть, усложненным для окружающих, для управления даже вот со стороны окружающих. Но вы входите в структуру как бы большей безопасности собственного развития, когда вы понятие безопасности имеется в виду, что безопасность, предположим, будущего интервала развития цивилизации, предположим, вечное время развития цивилизации, а не только там личная, например, да, безопасность или безопасность какой-то страны. Когда вы рассматриваете данный контекст в этом аспекте, то видно, что вы можете соорганизовывать вместе с душой Бога события таким образом, чтобы, например, в Северной Америке не произошло, предположим, там какое-нибудь крупное, если так вот посмотреть как бы сверху на события, то это видно как землетрясение. Но по сути мы можем посмотреть как бы крупное какое-то происшествие, связанное в том числе с активной деятельностью людей. То есть это как бы внешний вариант может быть таким, что это видно как, например, торнадо, да, то есть некий большой уровень жидкости, движущийся, например, к берегам. Если посмотреть сверху, то это есть берег, в общем-то, Нью-Йорка получается. То есть мы можем увидеть события, как бы абстрагируясь таким образом, что мы смотрим на Землю как бы сверху, ну, как будто бы с космического аппарата. И тогда получается, что если мы, например, видим события многоракурсово, я специально здесь затронул структуру духовного движения, что дух определяет
событие, которое все-таки не фиксировано. То есть я говорю смотреть сверху, не фиксируя события на территории самой, например, ну, где может это произойти. Да? Предположим, мы хотим, чтобы в Нью-Йорке не было макрокатастроф, из-за чего может начаться сначала локально, потом уже глобальная война. И если мы хотим, чтобы в 2005 году этой войны не происходило, нам нужно, чтобы событие не было зафиксировано. Поэтому я показываю точку зрения все-таки сверху. То есть показываю, что мы можем приближаться и как бы не фиксировать события на самой Земле. И при этом данная технология показывает, что ваш дух, который бесконечен, обладает свойством управления еще до организации событий. То есть вы можете на духовном аспекте информацию воспринять, но уже на структуре души, там, где душа реализована физическое тело, сделать так, чтобы событие не произошло. То есть в данном случае происходит все-таки уровень работы и душой, и духом. И при этом мы должны здесь сделать такое управление, чтобы следственные причины и вообще изначально корневые причины, почему может произойти, например, там, ядерный взрыв, да, на этой территории. Потому что есть ряд определенных конфликтов, которые могут приводить к каким-то макрокатастрофам. И задача эти системы, в общем-то, реструктурировать. При этом носителем данной идеологии может быть просто там, один человек или там, несколько человек, которые вынашивают планы, предположим, там, макровойны. Если мы начинаем рассматривать действия этих людей, то есть мы начинаем выявлять их действия в структуре, например, событий, то вполне можно в телепатии даже, да, как бы духовно поговорив душой с этими людьми, мы вполне реализуем события так, чтобы они не произошли. То есть они бы не произошли всегда. При этом мы видим, что они не происходят никогда, если мы это делаем правильно. То есть есть же метод, например, такой реструктуризации событий, когда мы можем сделать управление совершенно правильно. Вопрос в том, что в таком, казалось бы, напряженном действии, как получать собственное восстановление организма, да? То есть каким образом человек еще должен восстанавливаться. Но ведь по аналогии с Богом, Бог всегда имеет норму здоровья, норму управления, хотя когда он работает как человек, он, соответственно, старается показать именно человеческий статус работы, то есть каким образом человек здесь может себя чувствовать и как он должен работать, чтобы он действительно это смог сделать, сам человек. Если даже один человек это сможет сделать, то такого события не произойдет. И когда мы рассматриваем данный статус развития, то прежде всего необходимо направить свой, получается, духовный разговор на управление, чтобы не было этих инициирующих действий. Переходя далее на август 2004 года, мы видим, что, опять же, по аналогии 2005 год, это есть структура, в общем-то, казалось бы, она похожа, то есть вертикальный столб времени, да, если мы его протягиваем вверх, он касается 2005 года, но 2005 год отличается тем, что он может быть гораздо лучше, то есть он может быть гораздо устойчивее и гораздо более сформирован, в общем-то, положительно, то есть в лучшую сторону для всех людей. Таким образом, можно формировать ступенчатую конструкцию времени, где каждое ваше действие по управлению следующим элементом, следующими событиями приводит к все более устойчивой конструкции для ваших собственных событий. То есть вы фактически как бы продвигаетесь по определенной лесенке, построенной, предположим, золотистым цветом, где построение следующего уровня событий – это есть многорезервный уровень, который приводит к тому, что вот эта лесенка становится более, что ли, устойчивой и менее подверженной каким-то внешним влияниям. Таким образом, когда вы начинаете работать, например, уже от себя на август 2004 года, то рассмотрите прежде всего события отдаленные, пусть это касается, предположим, августа там, 2005 года, например, но при этом вы вполне можете видеть, что не обязательно смотреть 2005 год, можно через август 2004 года выйти на любую конструкцию по месяцу август, на любой интервал времени, вообще говоря, любого времени следующего или даже прошлого. Тогда получается, что вы вполне входите в систему управления временем по отношению к событию. То есть на 8-м месяце управления вы получаете структуру устойчивости в управляющей фазе от Бога. И поэтому люди рождаются на 9-м месяце. То есть когда мы рассматриваем вопрос, например, зачатия человека с точки зрения того, почему человек рождается, например, да, когда проходит 9 месяцев, мы
вполне можем рассмотреть уровень, идущий от структуры устройства мира по отношению к тому, как устроено событие человека. Через 9 месяцев оно становится устойчивым в системе физической реальности. Когда мы начинаем, предположим, делать управление от 8-го месяца, то здесь, прежде всего, надо рассмотреть структуру внутренних событий, связанных с вами лично, и вообще с каждым человеком в отдельности. То есть этот уровень определенного высокого интеллекта, где люди очень сосредоточенно работают над своими будущими событиями. Если рассмотреть позицию текущего времени сейчас, то ясно, что чем дальше времени, например, мы делаем управление по более дальнему времени, и чем дальше мы начинаем работать, тем более становится интеллектуальной работа в плане том, хотя бы, что надо большее количество событий учесть от текущего времени до, например, августа 2004 года. Так вот, рассмотрев Южную Америку и центр России как два уровня управления и задавшись вопросом отсутствия макрокатастрофы на территории Южной Америки, при этом таким образом, что работа происходит по нормированию на, казалось бы, все-таки благополучной территории России, в тот момент это будет благополучная территория, мы можем из благополучной зоны сделать, опять же, управление через Южную Америку на Северную, но уже на июнь или на июль 2004 года. То есть мы вполне можем проработать конкретные события, но вернувшись, предположим, уже назад и создав резервность в управлении. Тогда, получается, мы здесь получаем уже конкретный уровень восстановительный свой. То есть, когда мы имеем уровень собственного восстановления, то вполне мы можем делать так, что при бесконечном уровне работы мы можем создавать многорезервные системы, планируя события будущего. В данном случае я показал это конкретно по работе через так называемые отраженные системы будущих событий, где, закладывая и имея нормированную систему, мы опять же возвращаемся к более ранним событиям и опять их корректируем. Исходя из сентября 2004 года, можно сделать управление такого типа, что вы вполне можете рассмотреть как интеллектуальный ваш собственный уровень, где вы лично управляли, то есть уровень, так скажем, высокого интеллекта души, есть такое понятие, как интеллект, например, души, можно рассмотреть понятие высокого, в геометрическом понимании в том числе. То есть душа в оптике просмотра будущих событий видна как структура более уже высокая, то есть душа растет, она увеличивается в размере восприятия. Духом вы увеличиваете ее путем количества событий, и в том числе вы на духовном уровне и в самом духе воспринимаете ее уже в более высоком статусе, то есть душа, преодолившая систему управления, связанную, например, с 9 месяцами управления. Когда вы видите данную структуру как структуру собственных событий, то вы можете вполне оттуда, из этой узловой точки, где уже сфокусированы и сформировали события прошлого по отношению к сентябрю 2004 года, вполне можете сделать управление на себя, то есть восстановить себя из устойчивой фазы событий, и при этом восстановить именно в том ракурсе, где вы считаете необходимым сделать восстановление. И, если даже необходимо сделать восстановление быстро, вот я стараюсь иногда говорить быстро, например, дискретно, преодолевая некие системы внешнего управления, чтобы словами показать следующий статус события. Так здесь тоже можно сделать то же самое путем слов или путем духовного действия, или наоборот, слова направив в быстрой такой форме, направив на себя, то есть сделав быстрое предложение по управлению к себе, что вам нужно сейчас, зафиксировав в сентябре 2004 года, получить управление сейчас, а потом уже сделать следующее управление по конкретным событиям этого сентября, то есть сентября 2004 года. Поэтому сейчас сделайте такое управление. Переместитесь просто структуры сознания в сентябрь 2004 года, как в опорную плоскость, сформулируйте в виде предложения, что нужно вам сейчас, и пусть свет вот этого предложения, можно даже визуально это воспринять, чтобы этот свет вас грел сейчас, то есть делал управление для вас сейчас, потому что до сентября вы этот путь прошли. Делайте это управление, я буду делать вместе с вами.
В данной структуре управления важно то, что вы действуете словом. Слово изначально есть слово, идущее в том числе и от Бога. Слово Божие – это есть тоже управление. Поэтому, когда вы слышите Слово Бога, то вы видите, как управлять. Для вас управление становится более прозрачным. Обратите внимание, что когда вы слышите Слово Бога, вы видите, что это и есть действительно Слово Бога. Например, люди, которые обращаются к молитвам, идущим непосредственно к Богу, или же кто долго работает по системе управления, часто даже по числовым рядам. Вот, например, есть данные, что значит, работающие по книге восстановления организма человека концентрация на числах могут вполне видеть действие конкретного органа, да, или каких-то нескольких органов по отношению к Богу. То есть действие прямое, число или там слово, это есть действие, идущее как действие управления. Поэтому, сформировав свое конкретное управление, еще раз уже духовным уровнем пройдитесь и зафиксируйте, да, укрепите управление по собственному уровню. Например, задача спасти всех, для этого нужно эту задачу выделить, еще раз зафиксировать в сентябре 2004 года. Когда вы это действие сделали, то видите, что сентябрь 2004 года достаточно нормально, в общем-то, достаточно простое время для управления, потому что там нет изначально каких-то таких как бы сложных, что ли, для управления событий. То есть время, которое вполне, значит, можно отнести к понятию простого, то есть спокойного времени. И исходя из этого, желательно не фиксировать каких-то дополнительных систем управления, кроме, может быть, выполнения личных задач. То есть вы можете вполне, например, решить какие-то задачи уже, например, те, которые сейчас, да, происходят, но вы можете посмотреть, какие у вас будут задачи там. Для этого сделайте простой, в общем-то, ну, как бы ближе даже к тренингу, что ли, уровень действия. Рассмотрите свет, идущий от вашей, например, правой ладони, и свет, идущий на вас, идущий, например, в ваши глаза, и при этом посмотрите так, как смотрит Бог. То есть посмотрите, так скажем, с его зрением, то есть посмотрите, можно так выразиться, с его уровня реализации ваших событий. И сделать так, чтобы свет, пройдя через вас, попал бы на левую ладонь и отразился. И вот между фактически двумя ладонями, но можно даже не физическими, то есть это не обязательно как действие физическое, как действие проникновения в вашу собственную душу, действие вашего духа, посмотреть, что вы делаете в том времени, то есть что перед вами сейчас, предположим, там 15 сентября 2004 года. Каждый посмотрел перед собой и увидел, что вы находитесь на конструкции фактически Богом созданной. Вы же в будущем находитесь в структуре, которая будет, да, еще создаваться, а для Бога она уже сейчас есть. Вы смотрите фактически глазами, получается, Бога туда. Но точность просмотра – это и есть точность будущего события. Поэтому вы, значит, старайтесь пронормировать все-таки структуру, например, экологических каких-то событий в тех уровнях, где вы находитесь. Это понятно, что будет тогда норма, да, но вы посмотрите, опять же, сделайте нормирование, предположим, там в Москве, в Париже, в Лондоне, в каких-то центральных районах и сделайте так, чтобы эта норма была всеобщей, то есть для любого региона, для любой точки планеты. Тогда ясно, что в августе 2004 года Земля не расколется там по каким-то, скажем, внешним в том числе причинам. То есть, находясь там, вы вполне можете делать нормирование. Но понятие «не расколется» это не значит, что есть прецеденты. Я имею в виду, что не будет, например, там, даже макротрещин и так далее. Речь не идет о том, что она, предположим, там как-то вообще радикально может расколоться. Я говорю о трещине. Поэтому, когда мы, предположим, делаем конкретное управление с сентября 2004 года, то ясно, что через дух свой собственный там, но который вы видите здесь, то есть дух присутствует там, он фактически находится здесь. Это, в общем-то, просто интеллектуальный уровень развития духа. То есть интеллект духа, такое понятие здесь я ввожу, где дух интеллектуальным, как бы экстраполирующим своим свойством проникновения, видит будущие события на октябрь 2004 года. То есть вы вполне можете здесь сделать таким образом, чтобы
духовным зрением просмотреть октябрь 2003, например, 2003 года, даже сейчас можно посмотреть с этой точки зрения, и посмотреть по аналогии 2004 год. То есть просто вот есть месяц октябрь и все. Старайтесь работать универсально. Пусть это будет там 2006 или 2010 год. Вообще есть вот октябрь. Давайте вот посмотрим, как работать в октябре в принципе. В коллективном сознании это выделенная фаза событий, такая фаза как месяц. И, естественно, есть универсальные способы доступа и управления. Поэтому старайтесь работать одновременно, в общем-то, вообще, то есть рассматривая структуру собственного духовного развития, а для этого надо больше работать с конкретными людьми, то есть больше помогать конкретным людям, больше, получается, общаться и давать возможности передать лично собственные знания, или же одновременно старайтесь работать все-таки конкретно по событиям. Ну, например, я диагностирую самолет, я могу, конечно, применять общую схему, или там АЭС, или вообще Землю, или цивилизацию, да, или, можно сказать, космическое пространство. По сути, это без разницы, что диагностирую, главное выделить объект управления. И при этом я же все-таки смотрю на конкретные события. То есть я где-то же нахожу точку, где я совмещаю уровень обобщения и уровень конкретных индивидуальных систем проявления событий. В данном случае это физическое тело человека. То есть если мы по аналогии с физическим телом единого Бога рассмотрим, что от физического тела единого Бога происходят все события, то уровень объединения различных позиций в управлении – это и есть физическое тело человека. Тогда получается, что рассмотрев свое собственное перемещение, например, в сентябре 2004 года, вы вполне можете рассмотреть как бы оттуда своим собственным зрением события на октябрь 2004 года. Здесь будьте повнимательнее, потому что здесь нужно стараться не форсировать. То есть объем событий, которые сейчас уже я заложил, и вы их рассмотрели, и у вас есть собственные события, которые вы, в общем-то, выводите на уровень управления, это и события все-таки всеобщие. Вы смотрите обязательно через макроспасение. Поэтому здесь надо быть повнимательнее в плане том, что это реальная работа, и работа, связанная с тем, что вы помогаете окружающим и делаете свою работу. То есть работу для себя. И поэтому октябрь 2004 года, прежде всего, необходимо рассмотреть статус, опять же, по отношению к августу. Это безопасность на территории США. Затем рассмотрите, в том числе, систему безопасности на территории Мексики, потому что ясно, что ближайшая страна, если проблема на территории США, то могут быть проблемы экологического характера в Мексике. И управление сделайте из Мексики, что, например, вы имеете норму событий, норму экологической безопасности в США в октябре 2004 года и одновременно в августе. То есть старайтесь объединять понятия, обобщать. Вот нормы и все, это территория, все, выходите из уровня времени. Вам нужно иметь норму хоть там в 2010 году, да, в США, или когда угодно, и не только в США. И работаете с территорией уже, все-таки в невременном аспекте. Когда вы проработали данное управление, то посмотрите, как регенерируетесь лично вы, то есть как восстанавливается ваша структура на протяжении, например, этих месяцев, то есть как вы себя восстанавливаете, если вам это нужно, например, да. Но в принципе, если взять на уровне сознательного управления какие-то элементы организма, то можно делать управление по развитию систем именно управления от личного сознания. Например, вы хотите увеличивать структуру управления, когда сознание ваше собственное вас восстанавливает, и при этом вы этот процесс контролируете. То есть вы видите, как устроен организм ваш с точки зрения развития сознания, с точки зрения всех внешних, внутренних процессов, и тогда вы переводите, ну, как бы более автоматизированные, что ли, системы, которые в организме существуют, на системы управления от сознания. Так вот, данным действием можно научиться практически управлять через собственное сознание, выделяя просто фракции сознания такие, чтобы в октябре 2004 года была норма для какой-то локальной структуры вашего сознания. То есть выделив одну локальную структуру, так же, как делает единый Бог, где его фракция, означающая норму в каком-то уровне его восприятия, это есть норма, вообще говоря, всеобщая для, например, контекста именно пространственных событий. Поэтому, выделив любую фракцию, например, своего уровня сознания
В октябре 2004 года постарайтесь увидеть, каким образом данная норма влияет на все окружающие события, включая, например, там, октябрь 2022 года. Например, вот возьмите прямую линию, посмотрите, что с этой точки зрения октябрь 2022 года – это достаточно близкая величина, если вы находитесь здесь. Если вы уже будете приближаться и находясь уже в октябре 2004 года, вы посмотрите, что там возник все-таки элемент удаления, да, тех событий, потому что вы, получается, что работая, например, в данном времени, как бы сократили пространство управления для того, чтобы работать здесь. Ну, мы же все-таки работаем с будущим временем, а работаем сейчас, мы пространство как бы сжали по отношению к себе, приблизили к своему физическому телу уровень управления. И получается, что по аналогии, то есть так же делает Бог, когда Он начинает работать с будущими событиями. Вот процесс организации всех событий сразу Богом, это есть процесс очень, в общем-то, близкого сближения практически всех событий. И для Бога есть единое событие, это, во-первых, да, Он сам, а во-вторых, и одновременно получается, как бы, по отношению к Богу, все-таки, во-первых, по отношению к следующим событиям, это есть все следующие события. И получается, что вот такое приближение, это есть уровень тренинга, где дух взаимодействует с душой, и вы получаете свое собственное здоровое тело. И при этом тела других людей становятся также здоровы, потому что их душа развивается соразмерно. Ну, то есть элемент как бы пространственного тренинга, душа, развитая на пространство, душа, развитая в пространстве и в событийном управлении. Тогда получается душа, рождающая и формирующая время. Когда вы приходите к такому понятию, вы видите, что события, они достаточно подвижны, и узловые системы их формирования – это несложная вещь. То есть достаточно только лишь по аналогии с тем, как делает Бог, наложить как бы матрицу событий на структуру известную уже душе, и получается, что вот эта матричная форма души при совпадении структуры дает норму событий. А если где-то не совпадает, подкорректировать очень просто, и сразу видно вообще, в чем проблема. То есть видна разница между нормой, заложенной Богом для вас, и тем, что, например, может происходить. Тогда вы вполне можете сделать по такому, как бы, все-таки матричному, да, изначально принципу, распределив понятие месяца как фиксированные системы событий, все-таки, а не времени, именно событий, мы вытесняем время путем приближения событий к себе. Вот мы взяли, например, время вытеснили. Предположим, там, если есть некая колба, где есть вакуум, да, например, а нам нужно сделать так, чтобы не было какой-то, ну, скажем так, неестественной среды. Скажем, если время – это вакуум, достаточно впустить туда кислород, воздух, и мы получаем естественный уровень событий кислорода. Но вакуума уже нет. То есть получается, что одна среда может очень быстро быть вытеснена другой средой. В общем-то, достаточно там маленькую дырочку, да, сделать в колбе. Получается, что мы имеем, вообще говоря, в данном случае примерно такую же позицию в управлении. Мы можем, в общем-то, заменить структуру времени структурой событий. Я вот специально говорю это, в общем-то, многократно повторяю, значит, что нам нужно уметь вытеснять структуру временного, как бы, аспекта восприятия управления в данной технологии, потому что физическое тело единого Бога рассматривает эти события именно так, как для Бога все-таки время изначально нет. Он сам создал события, и время это есть внешний процесс. Процесс управления фактически, да, идущий от людей и от Бога, конечно, тоже, но в данном случае можно сказать, что от Бога в том числе. И поэтому, когда мы рассматриваем аспект времени как аспект человеческого статуса управления, мы вполне можем выделить структуру времени в своей собственной душе. То есть каким образом, значит, определить время души, то есть сколько лет души, например. Если мы рассматриваем позицию управления от человека и совмещаем, что столько, например, сколько телу, да, то, в общем-то, на самом деле здесь получается, что мы имеем дело, по сути, все-таки изначально с уровнем, когда есть, вообще говоря, вопрос. Вот
душа, которая входит в физическое тело, то ведь есть время же, получается, ее организации, какое-то время для физического тела человека. И с точки зрения, например, структуры, значит, в буддийской философии, значит, например, реинкарнации человека, можно сказать, что время души совсем другое, если мы рассматриваем именно эту структуру. Если мы рассматриваем структуру, что душа, приходящая в тело, все равно имеет разницу по времени, то данная разница – это и есть Бог, то есть это и есть то, что мы воспринимаем как Бога, идущего к нам. И когда мы рассматриваем данный процесс, то логически это понятно, Бог, организовывающий душу, изначально организовал душу, потом сформировалось, например, тело, но душа – это, в общем-то, также уровень соорганизации тела. И получается, что в душе есть время Бога, то есть время изначально общее для всех, уровень первичной организации. Это просто логически ясно. И когда мы начинаем исходить из этого, то ясно, что любое событие управляемо созидательным образом. Ясно, что достичь макроспасения можно, в общем-то, даже несложно, поняв только лишь структуру точного будущего, структуру всеобщего управления, где каждый участвует в управлении, то есть поняв как бы структуру устройства или мироустройства души, Бога, мира по отношению к вам. И вот когда вы начинаете рассматривать то будущее время, например, октября 2004 года, то здесь вполне видно, что можно рассмотреть любую структуру в той же сложной взаимосвязи, как вы смотрите сейчас на текущее время. То есть на уровне духа и в том числе на уровне физического тела можно вполне увидеть, что отличий практически для вас никаких нет. Тогда вы видите, что вы попали как бы в уровень, в область контролируемого, значит, уровня своей собственной реализации. То есть там вы здоровы, у вас там идут нормально дела, и эти знания вы, более того, можете спокойно передавать другим все истекшее время, например, с января 2004 года по октябрь 2004 года. Но тогда получается, что знания передать во все другие аспекты можно так же просто, то есть в любое другое время, находясь сейчас, только лишь засветив уровень собственных знаний сейчас. То есть просто засветитесь знаниями, светитесь знаниями. Знания, которые у вас, они светятся, и вы их можете передать, вообще говоря, в любое время тогда. И получается, ваши знания начинают влиять на структуру управления уже, например, ноября 2004 года. Хотя, на самом деле, ваши знания начинают влиять практически на все системы мироздания, и к ноябрю 2004 года уже надо приходить со знанием, которое влияет. И пусть ваши знания с октября, например, 2004 года, это есть уровень тот, где они самостоятельно, ну, как бы растут. То есть ваша душа их отдает на уровень роста. То есть, ну, скажем так, есть саженцы, да, знания, которые вы имеете сейчас и там, и эти саженцы начинают расти. И вот когда вы на своих знаниях начинаете строить будущую конструкцию, то дальше вы уже не держите управление как бы на себе. То есть ваше физическое тело в данном случае уже занимается управлением по макроуровню, и вы вполне можете делать управление, в общем-то, от себя по любым другим аспектам, не обязательно связанным, например, там, с октябрем или ноябрем 2004 года, но при этом вы видите, что знания, которые вы передали сейчас в то время, они благотворно действуют на ваши события сейчас. Вот вы и получили реализацию своих собственных событий сейчас все-таки. Хотя постоянно строили будущие события. Вот как только вы зафиксировали линию устойчивости, ноябрь 2004 года, то вы видите, что передавать знания по данной технологии – это есть передавать знания построения будущих событий, где бы будущие события обязательно созидательно произошли. Лучше всего, если они происходят в то время, значит, именно в которое вы их заложили. Особенно это важно для некоторого, например, типа, да, процессов. Поэтому получается, что вы можете вполне иметь нормальное здоровье и полное управление, исходя из будущей практики управления, гораздо раньше, чем, например, вы даже закладываете. То есть можно иметь, например, мгновенно нормальное здоровье, стоит только вам захотеть, тогда вы видите взгляд Бога. То есть вы видите, как Бог здоров, вы видите, как функционирует его физическое тело, и вы тогда понимаете и просто отождествляете себя с Ним. Тогда вы
уже получаете норму от своего видения. И отсюда вы можете передать это здоровье всем. Вот как только вы начинаете передавать, вы видите, что у вас здоровье становится больше, то есть резервность становится выше, управляемость событиями становится более расширена или более подконтрольна. И когда вы уровень контроля для макрособытий должен быть причем такой, что он и есть, кстати, такой, что обязательно в макроуправлении вы реализуете то, что нет, например, макрокатастроф. Когда вы это познаете, вы видите, что Бог вам передал знания. Вот вы получили знания Бога из того времени и сейчас одновременно. Ведь Бог эти знания вам передает всегда. И поднимаясь по двум или там низким траекториям вверх, или, в общем-то, по фазе оптических систем, да, идущих к Богу, вы вполне видите, что уровень вашего собственного управления уже возрос до того, что любое локальное событие становится подконтрольным на духовном уровне восприятия, даже если вы события не фиксируете восприятие. То есть ваш дух находится в покое, и тогда все в порядке. То есть вот выведя такую структуру управления, например, на ноябрь 2004 года, вы вполне видите, что на духовной диагностике можно получить норму действием духа, не фиксируя события. Вот основной все-таки уровень управления – уметь получать норму, не фиксируя какой-то, например, уровень событий, который было бы нежелательно. И тогда получается, что если все-таки сигнал воспринят, посмотрите, да, конкретно территорию, например, России, США, Англии и, например, там, конкретно Парижа, вот этого города, и посмотрите, что объединяет все эти системы с точки зрения реализации именно международных процессов. И постарайтесь придать этим процессам статус, который бы необходим был в первую очередь все-таки вам, как жители именно планеты, мира, где нужно, чтобы люди жили вечно в экологической безопасности, и их события были созидательны, то есть счастливы люди должны быть. То есть старайтесь сделать это по отношению к себе. Когда вы это сделаете, то увидите, что вы максимально сделали для других. Чем больше вы передадите эти знания, тем будет лучше. Когда я сказал о конкретных странах и привел, например, в пример Париж, это на самом деле конкретная информация, и постарайтесь ее проработать и посмотреть, почему именно Париж. Но начал я с России. Поэтому, когда мы начинаем говорить о будущих событиях следующего года, то получается, что вот сейчас, находясь здесь, да, в декабре 2003 года, мы вполне приходим уже через цикл следующего года сюда, в эту же позицию, и видим, что там в декабре также все нормально. То есть декабрь следующего года – это нормальные события для всех. Причем, кстати, они реально нормальные там, для цивилизации, то есть нет всплесков каких-то там экологических проблем и так далее. Отсюда можно сделать вывод, что все будущие цивилизации совершенно нормальные, если мы научимся через цикличные формы приходить к норме текущего состояния. То есть сейчас мы находимся, например, в практической норме, сейчас нет макровойн, даже нет, по сути, каких-то таких локальных войн, так скажем, крупного, да, масштаба. Конечно, задача делать так, чтобы не было вообще никаких там конфликтов, и люди бы не погибали, не умирали. И эта задача должна решаться, поэтому, выводя за спектр управления эти системы в уровень именно реализации и именно таких задач вечного развития человечества, мы вполне можем видеть, что устойчивое управление – это прежде всего наша собственная воля, направленная на познание аспектов управления. Как мы можем создавать управление в условиях, когда, в общем-то, процессы, например, там, макроуничтожения, они существуют, они, более того, какие-то в уровне, например, технологии макровооружения развиваются даже и так далее. То есть каким образом повлиять на эту систему с точки зрения текущего состояния можно сейчас одним способом развить собственное духовное управление, свою собственную душу, ориентировав так, чтобы все-таки вы справлялись с этой ситуацией, пока она не отрегулирована, например, политически, да, пока еще не идет сворачивание вооружения. То есть нам приходится это держать за счет собственного управления. Но когда мы, например, можем вывести управление на уровень системности, то есть мы понимаем, что мы достигаем системности управления за счет того, что можем, например, просмотреть будущее время, и будущее время действительно будет соответствовать с точки зрения того, чем нужно управлять, в первую очередь, что так и будет происходить, и мы с этим справляемся, мы со временем накапливаем собственную практику, которая говорит о том, что мы вполне можем делать управление, при этом
таким образом, что от этого наша собственная сила еще более возрастает. Логически и практически это ясно, что чем больше вы занимаетесь управлением, тем вам проще и вы технологичнее, то есть мастерство просто на все возрастает, и вы, получается, что можете видеть события в более контролируемом варианте. Но здесь есть еще, конечно, другой аспект, что чем больше вы делаете, тем больше вам дается для того, чтобы сделать. Следующий уровень как бы возрастает, и вы, получается, входите в систему решения следующих, возможно, более сложных иногда задач. Поэтому получается, что здесь, чтобы получить устойчивость управления, вам необходимо уметь, в общем-то, создавать прогностические системы, где бы вы умели подготавливаться к следующим событиям, где вы, имея опору, например, структуру сейчас, можете уже решать более сложные задачи. Потому что Бог дает только те задачи, которые вы можете решать. И когда вы, например, их решаете, то вполне ясно, что системность управления – это контролируемость, да, с точки зрения прогностической фазы, это управляемость, в том числе прошлых событий по отношению к вам в текущем времени. То есть часто прошлые события имеют статус, например, текущих или тех, которые реально влияют на будущие события. Поэтому, когда вы, например, работаете с событиями прошлого, постарайтесь увидеть динамичную фазу идентичности как бы внутренней структуры прошлых событий по отношению к Богу и по отношению к вам. Тогда они становятся управляемыми. То есть как только прошлые события становятся как бы унифицированными или универсальными в своих действиях по отношению к вашим будущим событиям, вы получаете управляемость этими событиями. То есть события прошлого вам не причиняют, например, там, вреда. И когда вы начинаете выводить этот универсальный статус на себя, кстати, это одна из технологий решения проблем, предположим, со здоровьем. То есть, придав, например, информации прошлого по заболеванию не статус, предположим, какого-то конкретного заболевания, а придав просто-навсего универсальный статус, который воспринимается только духом или даже лучше душой. Можно сначала духом, потом душой, как информация. И придав нейтральный, то есть универсальный статус, вы сразу же оставляете проблемы как бы в прошлом. То есть ваше здоровье восстанавливается. И когда вы приходите к этому уровню решения вопросов, то в следующем, например, времени, например, вы работаете с мартом 2004 года или с мартом 2022 года, тогда вы видите, что работа там – это же есть обязательная связь с прошлыми событиями. То есть ваша фракция сознания, ваш дух работает там, имея в виду, что, например, будущие события еще не произошли. То есть нагрузка на духовную фазу управления, она все-таки выше, чем работать просто с прошлыми событиями. Тогда существует обычный уровень как бы адаптации. Прошлые события, они могут сильно не давить, то есть они прошли и все. Выйдите в структуру текущего времени и уйдите в как можно более отдаленный уровень прошлого, например, структуру начального уровня организации мира. А оттуда, получается, управлять достаточно просто, потому что как только мир начал организовываться, количество событий было изначально небольшим. Да? Как бы вот это оптическое свечение событий, оно не было таким вот, как бы давящим. Также действует и Бог. Бог, который находится и в начале, и в бесконечности, он, получается, находится в абсолютной норме, потому что его собственное сознание сформировало его абсолютно, в общем-то, в нормальном статусе и по здоровью, и по уровням бесконечного развития, потому что он не имеет как таковой, получается, нагрузки из-за правильной работы. То есть нагрузка с точки зрения человека она есть, но с точки зрения Бога для него это есть счастье, да, созидание, счастье создания. То есть вот понятие счастья Бога это есть то, что мы можем понимать так же, как и задачу. Когда Бог счастлив, и он, например, дает уровень развития, значит, человек понимает, что он делает правильно и должен делать так же. Тогда получается, что, исходя из этого, есть такой уровень, как человеческое понятие счастья, но для Бога. Когда мы работаем с будущими событиями и стараемся еще варьировать управление через, например, контекст прошлого, мы получаем человеческое понятие счастья Бога. Тогда с точки зрения человека этот процесс, кстати говоря, очень сильно восстанавливающий процесс. Стоит только, например, человеку войти в этот уровень информации, он может полностью восстановиться. И более того, этот уровень информации, он достаточно хорошо перемещаем в пространстве. Ведь Бог счастлив там, где пространство реализовано, там, где есть вневременной аспект, то есть есть вечное развитие, или, по крайней мере, заложены механизмы вечного развития.
То есть если человек начинает проявлять ту структуру своего белкового, да, уровня развития, где он вечен, то Бог там счастлив, то есть он там выражен и самовыражен. И получается, что как только человек это понимает, он попадает в уровень, например, там, полной саморегенерации. Вот здесь, кстати, можно выработать вполне технологию выращивания органов, то есть регенерации, восстановления органов, даже те, которые, например, были удалены там, где были какие-то резекции, частичные, например, даже. Значит, я почему сказал, что вот частичная резекция – это несколько другой процесс управления, нежели полное восстановление органа. Полное – это другой тоже аспект. Здесь надо быть как-то внимательным, потому что, когда вы начинаете восстанавливать, например, да, организм, посмотрите по структуре управления, что сложнее. Может быть, проще, если есть частичная, например, какая-то резекция органа, проще эту частичную резекцию как бы восстановить через просто как бы управление заменой органа всего, то есть создание органа. И вы начинаете видеть, как вообще создавать тело тогда человека. Ведь реализация событий человека – это в том числе создание тела человека для Бога. Когда вы начинаете видеть структуру создания как структуру проявления Бога в аспекте именно вечного развития, то вы можете повлиять на, например, собственный уровень, значит, именно физиологический, то есть посмотреть, как развивается белок, посмотреть, как развиваются другие именно структуры вашего организма, причем конкретно на уровне именно вещества, материи человека, физической материи человека. Когда вы начинаете входить в суть этих событий, то вы видите, что изначально организация всего мира происходила так же, как и физическая материя человека начала организовываться. Здесь мы видим, что время души и время тела – это есть время, где начинается организация физической материи человека для, например, души данного человека. Но для души другого человека время совсем другое. То есть там его как бы вообще в принципе нет, потому что душа вечна, и аспекты времени душой воспринимаются как аспекты условные, то есть как аспекты, опять же, действия. Поэтому реализация действия Бога для человека – это реализация действия все-таки Бога по отношению ко всем людям. Человек может здесь подчеркнуть очень серьезный механизм социального развития, как сделать так, чтобы развитие другого человека по отношению к вам было таким, как этого хочет Бог. Достаточно, кстати, многосложная задача, потому что здесь главное не навязать, да, свою собственную волю, которая, возможно, для другого человека она имеет, ну, как бы другой критерий восприятия. И получается, что здесь есть такой аспект, что если вы видите, например, это действие, то вы можете просто как, ну, в рекомендательном, что ли, уровне делать управление, а дальше человек должен уже воспринимать другой сам. Он это управление или принимает, или он смотрит непосредственно на то, как это делает Бог. Но это уже тоже хорошо. Когда он начинает смотреть, вы можете дальше показать ему следующий путь, и тогда получается, что вы работаете, получается, как бы совместно. То есть действует Бог, вы помогаете другому человеку, и начинается статус вот передачи знаний через действие. И когда вы видите данный, в общем-то, процесс как процесс формирования событий, то управление событием заключается в том, чтобы передать то действие другому человеку, именно то, в общем-то, которое бы было сразу воспринято тем человеком как действие, идущее от Бога. То есть вы должны показать действие Бога фактически, то есть научить в управлении, значит, в общем-то, другого человека, чтобы он воспринимал действие Бога, чтобы действие Бога было для него открытым. И когда вы это начинаете делать, то вы видите, что есть внутреннее, очень, в общем-то, специфическое по уровню как бы восприятие, в том плане, что достаточно такой личностный момент для каждого человека. Есть уровень, где человек воспринимается другим как человек, который может делать, в общем-то, любое созидательное управление. То есть вот, когда вы выходите на такой статус восприятия, то вы видите, что другой человек вполне способен сделать управление любого созидательного свойства, качества. То есть он вполне способен научиться, например, сделать так, чтобы не было макрокатастроф. Он вполне может себя восстановить.
стоит только ему как бы показать какой-то именно специальный аспект, да, управления. Так вот, когда вы входите в такой, в общем-то, я его назвал как личностный фактор, а по сути он и личностный, и одновременно все-таки он всеобщий, то есть фактор, данный Богом, фактор, идущий от Бога. Когда вы этот уровень начинаете показывать, то покажите его следующим образом. Технология, значит, именно этого как бы показа, да? Возьмите следующий, любой аспект времени, предположим, тот же год следующий, и возьмите это, ну, своеобразное кольцо, как бы, да, сожмите в одну точку и покажите, что все события — это события, которые одновременно формируются и Богом, то есть свет, идущий вверх, да, и во всеобщий уровень, и свет, идущий от вас. Вы в центре события. И вокруг вас возникает своеобразный такой золотистый уровень вашего свечения, уровень, где видно действие по формированию событий, где события именно формируете вы лично. Когда вы этот уровень начинаете видеть, вы видите, что кроме подконтрольности событий и реальном факторе их формирования, вы, в общем-то, вполне реально делаете управление для всех. То есть вы в этот момент осуществляете именно процесс макроспасения, единение с действием Бога, действие человека, где все аспекты человека Бога объединены. Сейчас вы работаете, я буду работать вместе с вами по вашим событиям. Когда вы делаете управление, идущее от вас, постарайтесь проработать следующий элемент. Работая со словами, старайтесь их проговаривать, ну, как бы внутри себя, то есть имеется в виду внутри своей личной информации, так скажем, да, внутри того уровня, где вы себя воспринимаете, как можно быстрее слова проговаривать. То есть если это переносится на речь, тогда старайтесь, ну, контролируя, предположим, речь, все равно проговаривать какие-то статусы быстрее. То есть в качестве тренинга возьмите следующий уровень. Например, ваши личные задачи и проговаривайте их со скоростью духа. То есть как ваш дух говорит. И посмотрите, как, например, говорит ваша душа и чем говорит ваша душа. Когда вы видите эту ситуацию, то можно увидеть, что душа может говорить словом Бога. В то время как, например, дух может воспринимать слово Бога, но когда вы говорите, предположим, очень быстро, да, на уровне духа, духовный проговор так называемый, то получается, что вы имеете статус всеобщего развития там, где слово Бога совпадает с вашим словом, идущим от духа. То есть это система равновесности вашей собственной позиции управления. Слово изначально идущее от Бога, то есть душа умеет это слово говорить, если душа воспринимает данное слово. И вот когда вы, например, воспринимаете и духом проговариваете, ну как бы то же самое, да, цель управления, то ваше физическое тело входит в фазу гармонии по отношению к внешним и внутренним событиям. То есть внутренние события — то, что рождает физическое тело в качестве собственных событий, да, тела, но также и есть уровень, естественно, вы его все знаете, что тело рождает и события внутреннего плана, как бы информационного, то есть это чувственный уровень, уровень приложения интеллекта, уровень, например, реакции вашего организма, и получается, что вот рождение чувственного уровня вашим физическим уровнем — это есть явное присутствие Бога здесь, рядом, или же вы Бога в этот момент видите, потому что ваше физическое тело, рождающее, например, да, именно внутренний уровень чувства, это есть уровень, который практически дан Богом, и вы можете его дифференцировать как структуру присутствия Бога. Я специально здесь обозначил данный момент, чтобы было видно, что тело, создающее, действует по аналогии с физическим телом единого Бога, но при этом вы можете видеть структуру другого человека, то есть универсальный принцип, данный любому физическому телу, где тело способно
например, быть не уничтоженным, предположим, там, в ядерной войне. То есть тогда ядерной войны не должно быть. Функция тела такова, что есть линии, которые, как я сказал в начале сегодняшнего семинара, например, идущие от человека к планете, также есть линии, защищающие человека от ядерной войны. Если их активировать, ядерной войны не происходит, влияние на события. Эти линии, идущие от тела, они есть линии, идущие к действию Бога. Когда вы начинаете видеть уже именно уровень действия Бога по отношению ко всему миру, то стоит только усилить оптику идущих связующих линий с этим, в общем-то, уровнем информации, и вы получаете совершенно контролируемый процесс по отношению к вам. То есть, значит, возле вас точно не взорвется, предположим, там АЭС, значит, то есть возле вас не произойдут процессы, которые бы касались именно макроуничтожения. Возникает следующий уровень, чтобы не было и локального уничтожения какого-либо относящегося к вам, да? Тогда вы просто проводите из этой как бы внешней сферы линию уже к себе, то есть сфера, она более уже общая. И эта линия, идущая к вам в тело, физическое тело, там, где физическое тело, это и есть ваша душа. Когда вы приходите сюда, то вас уже не касается и любое локальное, в общем-то, какое-либо проблемное событие. Не обязательно, что это событие катастрофическое. То есть вот надо стараться выделить даже тот уровень, он очень быстрый уровень, его надо успеть как бы зафиксировать. Когда вы его начинаете фиксировать, то вы сможете определенный полис вокруг себя создать, как бы безопасности даже от каких-то тривиальных проблемных событий. И отсюда следует, что для того, чтобы передать эту информацию всем, вам нужно уметь выводить в уровень пространственного управления. Тогда здесь уровень управления, например, на декабрь 2004 года заключается в том, чтобы во всей планете не было макрокатастроф во всем будущем уровне развития планеты, цивилизации и вас лично. Вот. Возьмите такой, в общем-то, макро фактически уровень, он больше даже выглядит как идеологический уровень, но я его сейчас показал специально как уровень именно вашего личного управления, потому что тогда уж у вас точно все в порядке, когда вы с этим справляетесь. А когда вы начинаете работать по отношению к этому событию, то дальше видно, что в общем-то технологии, которые вы осваивали, например, на протяжении месяцев или в том числе в более раннее время, эти технологии, они по сути и есть уровень постижения, уровень подготовки к тому, чтобы, например, в декабре 2004 года вы справились с задачей именно вечного развития человека. В том числе, естественно, вы рассматриваете себя. Вот как только вы построите эту технологию по отношению к себе, то ясно, что в вечном развитии, даже логически ясно, человек должен уметь управлять собой, своим физическим телом, внешними событиями, потому как внутренние события могут быть ваши, и никто их, в принципе, совершенно может не касаться, потому что ваш личный уровень, чувственный и так далее, это ваш собственный уровень, который именно лично ваш. Также и Бог, Он формирует собственный уровень событий, к которому нет доступа как бы извне. И получается, ваш личностный фактор, который не может быть затронут, например, каким-то внешним влиянием, это есть уровень все-таки устойчивости управления в бесконечное время. То есть формирование личного уровня своей собственной личности, своих собственных задач, это есть, по сути, устойчивость набранного механизма действия, то есть набранного как бы уровня в виде, например, каких-либо технологий управления. И получается, что когда вы начинаете этот уровень формировать как уровень, который имеет свет внешнего действия, то есть вы набираете опыт из неких внешних событий, то данный свет, он значит, выходит, во-первых, в виде, например, света, в общем-то, конкретно вашего опыта. То есть вы можете очень четко продифференцировать, что есть ваш личный опыт, потому что когда речь идет о макроуправлении, ваш личный опыт – это есть конкретная информация, что вам нужно в вашем личном опыте вот сейчас использовать или применить, или какой опыт вообще есть смысл нарастить, там, например, на 2005 год.
То есть это конкретная информация, которая находится в виде следующего аспекта управления. Вот есть все внешние события, есть некая грань, да? Грань присутствия Бога здесь, сейчас с вами, и вы видите, что вот через эту грань, проходя ваш личный опыт по вашему управлению, он приводит к тому, что вы начинаете формировать свой внутренний мир, где внутренний мир, устойчивость внутреннего мира, то есть его спокойное или нужное вам развитие, это и есть практически, в общем-то, ну, как бы естественный выбор максимального уровня опыта, то есть состояние покоя, когда вы имеете максимально эффективный статус управления. Ведь управление – это часто в том числе и состояние покоя, когда вы в совершенно спокойном состоянии можете точно знать, что вы управляете эффективно, управляете в бесконечное время, и с этой точки зрения получается, что духовное состояние, где дух и физическое тело – это есть одно, это есть тот уровень, когда вы начинаете данный уровень управления, когда вы видите, что дух и физическое тело, в общем-то, это такой же уровень, как физическое тело единого Бога. Ведь физическое тело единого Бога для человека содержит и структуру его духа. И получается, что когда вы переходите на такую точку зрения человека, вы сможете вполне гармонично управлять, ну, фактически не утомляясь, то есть, значит, при бесконечном времени развития вы можете вполне входить в определенные состояния. Например, одно из состояний, это, которое сейчас я показал, в реализации действий человека, это состояние, когда человек воспринимает свое физическое тело и дух как структуру, находящуюся, в общем-то, в одном месте фактически. И при этом, когда вы начинаете дифференцировать, то там нет разницы. То есть гармония настолько велика, что ваше физическое тело и дух – это одно. Хотя ясно, что физическое тело – это часть души, но именно понятие гармонии, когда бесконечная система и локальная система физическое тело, и бесконечная система дух, проявлены в виде гармонии действия, гармонии реализации событий как ваших, так и Бога. Бога в бесконечном статусе проявления Бога. То есть это есть уровень всеобщей гармонии. Вот постарайтесь поработать с такими состояниями. Тогда будет понятно, что даже в каких-то, ну, например, там, сложных состояниях, когда нужно принимать, казалось бы, много решений, или же, например, настолько много ситуаций, что нужно обязательно достичь действия, и причем этот вариант только один, что его надо обязательно достичь, вы можете просто войти в это состояние гармонии духа и тела, получается, да, по отношению к событиям Бога, а значит и вашим максимально создательным для вас событием, получается, логически, и информационно в том числе, и от Бога в том числе, это ясно. И вы получаете конкретное управление за счет просто гармоничного состояния. В дальнейшем технологии перехода, например, в управлении от оптики души, да, или, например, в уровне души, в уровне физического тела и духа, старайтесь по возможности применять как систему управления, в том числе долгосрочными событиями. И посмотрите на такой достаточно важный аспект, например, управление информацией там, марта 2004 года, это есть управление духом из декабря, предположим, 2003 года. То есть старайтесь, в общем, здесь просматривать, что максимально эффективно, и старайтесь посмотреть изначально, исходя из текущего времени, какой элемент управления максимально проявлен для вас в то время, то есть чем управлять. Вот, выявляя оптику управления духа, видно, что, например, духом управлять из декабря в март более оптимально. Получается, что если вы этот механизм для себя сформируете, из какого месяца чем лучше управлять, то вполне можно создать некий такой собственный каталог управления, где вы вполне можете будущие события регулировать очень эффективно. Для этого просто нужно выявлять структуру максимального статуса управления. Вот один из статусов достаточно эффективных – это когда вы управляете в системе именно гармоничного управления. Но статус, который я привел сейчас, где дух и тело – это есть один уровень, да? Один уровень, находящийся в одном и том же месте, то есть фактически они как бы объединены. Но на уровне духа там существует очень четкая градация, граница по отношению к физическому телу. Тогда возникает структура мышления, идущая от физического тела. Тело действующее, тело рождающее мысль. И здесь видно, что можно рассматривать корневые системы собственного мышления. Вообще, почему мысль так сформировалась у вас?
какие внешние события действовали на ваше тело или на события внешние, почему именно такая мысль, и почему вы делаете, например, именно это действие. То есть рассматривать везде изначально, в общем-то, первичный смысл действия, первичный смысл мышления, тогда вы можете уже далее, ну, как бы, достаточно быть подготовленными к каким-то событиям, ну, которые, может быть, нуждаются в том, чтобы ими заранее все-таки проуправлять. И вот когда вы, например, начинаете выделять структуру управления как структуру, например, духовного управления каким-то конкретным временем, то видно, что дух как величина бесконечная участвует во всем элементе управления с точки зрения пространства, и вы вполне можете тогда получать все-таки универсальные системы, наиболее необходимые для вас, и как бы закладывать в свой внутренний мир как системность в управлении. И когда вы начинаете видеть именно вот всеобщность управления, исходя из конкретной практики, то есть получив опыт сейчас и получив его на конкретных ситуациях, например, да, все-таки стараться переводить по возможности именно в системный опыт управления, то есть в системный уровень, ну, который бы вам был понятен и больше, скорее всего, проявлен как необходимость следующего действия. Ведь Бог, который создал весь мир, Он понимает, что мир-то уже создан, надо, да, заниматься системой дальнейшей коррекции событий, и при этом Он действует именно здесь как человек. Почему именно единый Бог выражен в том числе и как человек, действующий из физического тела единого Бога? Потому что именно задача коррекции, задача дальнейшего управления, она происходит из задачи именно человека. То есть именно со статуса человека можно этим заниматься. И когда вы начинаете вот именно спектр событий понимать так, то видно, что мир, он в глубине своей, в макросозидательном смысле, он совершенно управляем. То есть он управляем настолько же, что, например, если вы, например, захотите сравнить там, в следующий раз вам нужно, например, шагнуть и сделать шаг, то следующее управление по макро именно созиданию, что все спасены, и более того, в отдаленной структуре именно сознания есть вечное развитие, это однотипное действие, то есть один и тот же уровень осознания. Поэтому, когда я говорю о том, что вам нужно создать системность, это прежде всего выработать именно такое отношение духа по отношению, например, к событиям. И это отношение есть формирование нормы. То есть отдаленная норма, когда вы в бесконечном, в очень далеком будущем, а лучше всего сразу бесконечно видите норму, и свет этой нормы событий, там, свет вашего личного счастья, да, например, светит оттуда на вас, то ясно, что следующий уровень, он вполне благоприятный. И вы можете не только, например, там, следующий год рассмотреть как год, где абсолютная норма, но можете рассмотреть там, следующие, предположим, 10 лет, да, и так далее. То есть можно работать даже, в общем-то, с бесконечным временем, просто целесообразнее, конечно, рассматривать часто конкретные какие-то величины временные. Таким образом, в качестве конкретной практики вы проделаете управление для начала, например, да, со следующим годом. Постарайтесь получить, в общем-то, личную практику, где вы точно знаете, что данное управление с вашей точки зрения это основной параметр, когда вы лично считаете произошло, и постарайтесь выработать именно тот механизм, когда вы точно знаете, что в будущем у вас абсолютная норма, потому что вы это воспринимаете, например, одновременно на духе, вашей душе и одновременно воспринимаете физическим телом. Тогда получается, что вы имеете эффективный уровень управления как бы со всех аспектов, именно тех, где есть реализация действия человека и реализация, причем такая, где есть, в общем-то, обязательно уровень действия Бога, то есть действие человека и действие Бога в событии совпадают. На этом я заканчиваю сегодняшний семинар. Спасибо большое за внимание.